А вы знали, что один из самых важных контрактов в истории футбола был подписан на обычной бумажной салфетке? И это в первую очередь не для какой-то там красивой истории. Просто время работало сильно против решения. И если подождать еще, то 13-летнего мальчишку в любой момент могли перехватить другие клубы. В декабре 2000 года спортивный директор Барселоны сидел в теннисном клубе с агентами и отцом Лионелем Месси. Переговоры сильно затягивались, и отец начал понемножечку сомневаться. И тогда директор взял с стола салфетку и написал на ней от руки: «Я беру на себя ответственность за подписание Лионеля Месси, несмотря ни на какие возражения». И этого хватило, чтобы семья решила остаться. Но настоящая цена решения началась гораздо раньше. Когда Месси было 11, врачи нашли у него дефицит гормона роста. А это значит, что без лечения он мог просто перестать нормально расти. Терапия стоила около $1000 в месяц и должна была продолжаться еще несколько лет. Конечно, в то время для обычной семьи это были огромные деньги. В клубе, где Месси занимался с детства, сначала помогали с оплатой, но потом перестали. Присматривался к нему и Ривер Плейт, но там тоже как-то засомневались и решили не рисковать такими деньгами ради мальчика без каких-либо гарантий на будущее. И тогда появилась Барселона. Этот клуб не просто согласился полностью оплатить лечение, он еще и помог семье переехать в Испанию и нашел работу для отца Месси. Тот клочок бумаги оказался намного важнее любого официального договора. Дальше историю уже многие знают. 672 гола за Барселону, 8 золотых мячей, чемпион мира и один из самых величайших футболистов за всю историю игры. Но вот что еще интересно, остальные клубы тоже видели того же самого 13-летнего мальчишку, тот же самый диагноз, те же самые расходы, но почему-то приняли другое решение. $1000 в месяц с одной стороны, и с другой один из лучших футболистов в истории. Иногда именно такую цену приходится платить за свои решения. Подобные истории и факты я разбираю на этом канале. Подписывайтесь.